Братцы, я приветствую всех и каждого. В сегодняшнем выпуске в плейлисте «Поговорим» я хотел бы поговорить о новой Tesla Model Y, Juniper. Все ее очень сильно ждут. Что меня удивляет, то что очень много пользователей в интернете говорят и пишут о том, что нужно подождать. Очень много видео гуляет также в интернете, как она выглядит, всякие технические характеристики и так далее. Ребята, все это фейк. Никто не знает, какая она будет. Сегодня я хочу вам показать. Вот именно такая она и будет, посмотрите. Отвечаю на ваш вопрос, к чему я это видео все веду. Стоит ждать или не стоит ждать? Конечно же, ждать стоит. Если вы любите новые гаджеты, если вы любите новый iPhone, и вы не представляете, как ходить с айфоном уже, когда 2 поколения вышло новых, тогда берите. Допустим, я как владелец Tesla Model Y, о чем сейчас жалею в 2024 году? В 2024 году я жалею лишь только о том, что я ее не купил в 2020, в 2016, да и вообще сразу же, как она и появилась со всеми своими недостатками. Поэтому отвечаю на самый распространенный вопрос сейчас в интернете. Какая она будет, стоит ли ее покупать или нет. Ребята, покупать здесь, естественно, стоит. Но, учитывая условия, какие сейчас предлагает компания Tesla на модельный ряд Model Y, и финансирование в том числе, есть сейчас 2 типа варианта покупки электромобиля. Это под финансирование 0%, абсолютно новый вариант, вы заказываете с завода, и эта машина будет вам доставляться. По моей реферальной ссылке вы можете приобрести этот автомобиль. Скидка будет до 1000 евро, где-то $1000, где-то 1000 евро, где-то 500. Все в зависимости от региона. Финансирование 0% доступно исключительно на новые продукты Tesla. Вы можете получить скидку 500 евро по моей реферальной ссылке. Второй тип, как сейчас продает компания автомобили, это тачки, которые есть в наличии. Скидка предлагается 6000 евро на данный момент в Германии, но финансирование 0% уже недоступно. Также по рефералу 500 евро вам будет прилетать скидка от Tesla Pirata. Вы можете пройти по ссылке в описании к видео и приобрести себе новый продукт. Также в довесок, помимо 6000 евро скидка, у вас будет 1 год бесплатного Supercharge, если вы покупаете продукт Tesla Model Y до конца этого года. Потому что, скорее всего, к концу этого года, максимум в начале следующего 2025 года, будет презентована Tesla Juniper. На данный момент, братцы, никто не знает, как она будет выглядеть вообще. То есть в интернете вы смотрите всякие там фейковые видео, которые взяли там аналогичную тройку Highland, растянули и рассказывают, какие там будут батареи. На данный момент сейчас, благодаря тому, что батарея от Long Range, большая вместительная батарея увеличенных киловаттов, выкинули передний мотор, поставили сзади и чуть-чуть его дефорсировали программным обеспечением, дали запас хода 600 километров. Tesla Juniper Y, которая выйдет, мне кажется, разница будет в 50-70 километров, не больше. Не ждите, что сейчас плюс 200 километров упадет и наконец-то электромобили будут проезжать 800 километров. Нет, конечно же, к сожалению, нет. Требуется немного больше времени для развития технологий, немного другие химические элементы. Сейчас ведутся очень грамотные эксперименты, разработки. Шаги в эту сторону есть, но на данный момент неизвестно, как долго будет такая батарея служить, как она будет деградировать на модели Performance и на модели самой обычной медленной. Чем больше электромобиль потребляет электроэнергии, чем больше его моторы имеют лошадиных сил, тем быстрее это убивает батарею. Поэтому, если вы хотите и можете себе позволить купить новую Tesla Model Y, ждите ее спокойно и не парьтесь. Если же вы хотите иметь финансирование, хорошие условия, хорошие скидки, смело покупайте сейчас до конца Нового года, потому что потом таких условий, братцы, не будет. Сейчас самое наилучшее время, чтобы приобрести продукт Tesla. Он не будет
отставшим каким-то или ущемленным. Максимум новый процессор будет в бортовом компьютере. При этом автопилот, все системы безопасности, все будет абсолютно то же самое. Да, добавят какие-то подсветки, всякие штучки, фишки, там, может быть, добавят еще один, наконец-то, экран, которого так нам не хватает. Поэтому это были вот такие мысли, ребят, на этот счет. Не забивайте себе голову, никто не знает, какая она будет, какая она есть и какие цифры. Это все вранье. Если вы хотите сейчас пользоваться технологиями будущего, сохранять деньги в своей семье, не тратить деньги на сервисное обслуживание, не тратить деньги на транспортный налог. В Германии эта тема особо остро стоит, транспортные налоги неимоверно высокие, и не надо сравнивать какой-нибудь там Peugeot 1.2 или 1.4, или, не знаю, какой-то Volkswagen 1.4, что у тебя там транспортный налог низкий. Берите нормальный мотор, автомобиль, количество лошадей, вот 500 лошадиных сил, long range возьмите и сравните, на каком Мерседесе битурбовом вы можете себе позволить, какой будет транспортный налог ежегодный. И вы поймете свои траты в год, сколько это будет стоить владеть таким электромобилем и дизельным автомобилем. Еще что бы я хотел вам дать какую заметку. Если я сажусь в Теслу Model Y, например, которая была выпущена 4 года назад, вы знаете, я себя никак не чувствую каким-то обделенным. Я готов смело поменяться, и дискомфорта никакого не будет. Визуально, внешне, да, есть какие-то тонкости, нюансы, но они не кардинальные, поэтому вы не будете огорчены и расстроены тем, что вы сейчас взяли машину уходящую, а та, которая придет, поверьте, время летит очень быстро, оно очень скоротечно. Вы не успеете заметить, как через 3-4 года вы продадите свою Вайку и купите эту Juniper, которая уже, какой я вижу плюс, почему есть смысл подождать. Почему я вижу смысл, если бы, допустим, у меня сейчас не было Model Y, что бы я сейчас предпринял? Какое бы действие, какой шаг брать сейчас или брать потом? Я бы взял сейчас. Почему? Потому что, обратите внимание, всегда, когда выходит новая какая-то техника, либо автомобиль, если взять, допустим, консоли игровые PlayStation, да, у них есть ревизии. С течением времени собираются все недоработки, недоделки, недостатки, и выпускается обновленная модель. Не совсем рестайлинг, точно такая же, но много изменений. Также и у Tesla Model Y есть множество изменений, каждые полгода какие-то тонкости, нюансы вносятся. Поэтому мое личное мнение, я считаю, что я бы взял себе Tesla Juniper через год-два после того, как она выйдет, чтобы подождать все модернизации, все улучшения, все недостатки, которые могут быть в новом автомобиле. Потому что требуется время для того, чтобы проверить, банально, да, собрать статистику. Подводим итог. Ребята, есть бабки, не надо финансирования, подождите, купите новую Вайку. Тяжело, надо финансироваться, не хотите отдавать 50-60 тысяч единоразово, берите сейчас под финансирование. Это самый наилучший способ решения. Итак, вот именно на сегодняшний день так выглядит новая Tesla Model Y Juniper. Именно в таком виде, именно с такими техническими характеристиками, братцы, никто не знает. Поэтому не ждите того, чего вы не знаете. Смотрите просто в свой кошелек и делайте покупку, исходя из своих возможностей, бюджетов семейных и так далее. Я открыл группу, телеграм-канал Tesla Pirate Community, заходите. Обязательно условие, ребят, вы должны быть владельцем Tesla Model Y, либо тем, кто ее заказал. Нам в группе не интересно мнение людей, которые ездят на других автомобилях. Нам не нужны эти споры, баталии, дискуссии. Все это можно оставить здесь в комментариях. Итак, ребята, какая она будет, мы можем видеть, лицезреть. Посмотрите, капот будет под таким углом. Здесь где-то соединяется крыло с капотом. Колеса примерно 19, может быть 20 радиуса, я не знаю, никто не знает. Также будут зеркала, какой формы, непонятно. Где-то тут будут ручки. Теперь пойдемте, я покажу вам Juniper сзади. Посмотрите, как это будет выглядеть. Зарядный порт, опа, с этой стороны, интересно. Все точно так же. Может быть, будет с двух сторон, наконец-таки. Однозначно, Juniper
будет называться также и Тесла. Это то, что мы на сегодняшний день можем знать. А какая машина? Это действительно новое слово в науке и технике. Вот такой она будет высоты, вот так она будет выглядеть. Братцы, никто не знает, абсолютно никто. Не тратьте свое время в интернете, абсолютно не тратьте. Пока сам Илон Маск не назначит даты и не сделает вот такое движение, мы никогда, братцы, не узнаем, какая она будет. А сейчас мы возвращаемся в наши реалии, садимся в свою привычную Tesla Model Y и пойдем проживем этот день. Братцы, до новых встреч. Пока-пока. Tesla Пират.